Мария Захарова пережила нападение, россияне переходят на сторону Украины, а войска КНДР уже точно в России, говорят в Пентагоне. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Украине создали спецлагерь для северокорейских военных, которых агитируют сдаваться в плен. Что ждет войска Ким Чен Ына? Грузия готовится к долгожданным парламентским выборам. В стране говорят о возможной революции, а правящая партия пугает людей западными прокладками для мужчин и оргиями на улицах. Об этом гадает уже 48 часов вся Грузия. Лукашенко сделал заявление перед россиянами, наплевав на белорусов. Что сказал? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Ким Чен Ын отправил свои войска в Россию. Присутствие северокорейских военных на территории РФ теперь подтверждает и Пентагон. Еще несколько дней назад в США были осторожны с такими заявлениями, несмотря на то, что разведка, например, Южной Кореи имела неопровержимые доказательства, а в сети даже появлялись кадры из Приморского края РФ, где уже находились военные Пхеньяна и получали военное снаряжение. Что ж, наши аналитики продолжают изучать этот вопрос. Мы видим свидетельство того, что северокорейские войска отправились в Африку. Простите, не в Африку, а в Россию. Что именно они делают? Это еще предстоит выяснить. Мы расскажем вам об этом позже. Но да, вы знаете, мы продолжаем изучать этот вопрос. Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Тем временем в Украине готовятся принимать северокорейских пленных. Для этого был создан новый спецлагерь. Правительственный проект «Хочу жить», который ранее предлагал сдаться в украинский плен россиянам, теперь выпустил социальный ролик на понятном для граждан КНДР языке. Северокорейским оккупантам предлагается отдельно стоящая кровать, трехразовое питание и, конечно же, сохранение жизни. Напомню, в КНДР и в РФ по-прежнему отрицают, что военные Северной Кореи будут воевать против ВСУ. Российские военные переходят на сторону Украины и пополняют ряды легиона «Свобода России». В Украине показали историю молодого бойца с позывным «Сильвер», который теперь воюет на стороне ВСУ, в подразделение, которое сформировано из российских добровольцев и военнопленных. Служба парня в армии РФ была частью плана, который разработал в том числе легион «Свобода России». «Сильвер» на протяжении нескольких месяцев передавал разведданные о российских войсках украинцам, а после ликвидировал командира «Шторм-Z». Мне 24 года. И еще 3 месяца назад я был военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации. В Очеретино я подавал гранаты командира батальона «Шторм-Z» и перешел на подконтрольную Украине территорию. Грузия готовится к парламентским выборам, которые пройдут уже в эту субботу, 26 октября. В стране активно обсуждается, кто же победит. Правящая партия «Грузинская мечта», которая известна своим активным заигрыванием с Россией, или же оппозиция. «Эхо Кавказа» со ссылкой на оппозиционный канал Мтавари пишет о последних результатах опроса общественного мнения, который провела британская компания «Саванта» по заказу Фонда свободы медиа. Так вот, согласно этому опросу, правящая партия набирает лишь 35%, а 4 основные проевропейские оппозиционные партии – 52%. В то же время уже сейчас представители грузинской мечты делают громкие заявления о том, что некие силы готовят революцию и переворот после выборов. О настроениях в стране, о выборе и желании граждан Грузии, а также о том, какое на самом деле отношение к партии «Грузинская мечта», которую все чаще называют «русской мечтой», мы поговорили с бывшим министром в правительстве Грузии, членом Политсовета Единого национального движения Дмитрием Шашкиным. По всем вопросам общественного мнения сейчас расклад сил такой. 70% это объединенная оппозиция прозападная, и 30% это партия «Русская мечта», как мы ее называем. Технически это грузинская мечта во главе с русским олигархом Бедзиной Иванишвили. Это не значит того, что они не попытаются сфальсифицировать выборы. Они обязательно будут это делать, они готовятся к этому, они делают это, они забирают удостоверение личности у людей, они запугивают людей, подкупают людей.
этим всем они занимались 12 лет, и, конечно, они и не собираются от этого отказываться. Но даже при всей этой фальсификации очень сложно им будет покрыть такой огромный разрыв 70/30. Кроме того, оппозиция готовится к защите участков. Более 4000 наблюдателей будут, в том числе беспрецедентное количество иностранных наблюдателей из разных организаций, в том числе из Соединенных Штатов Америки, из Европы. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы защитить наши результаты, защитить те 70%, которые честно люди дают за оппозицию, потому что они понимают, что это последний шанс для Грузии. Если сейчас грузинская мечта останется во власти, это будет катастрофа для страны. Мария Захарова пережила атаку. Кибератаку, но очень тяжелую и массированную. Говорит, едва ли не лишилась сайта МИД России. Винит во всем зарубежные силы. Уверяет Захарова, что это было также комбинированное нападение, которого ранее она не видела. Кроме того, представитель российского МИДа назвала предварительную версию нападения. Считает, что все из-за саммита БРИКС в Казани. Просто для того, чтобы восстановить работоспособность интернет-ресурсов, мы решили не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции и перенесли брифинг. Технические службы МИД совместно с компетентными органами, с провайдерами услуг связи предпринимают все необходимые меры по отражению этого нападения. Оно продолжается уже несколько часов. К сожалению, у пользователей сети интернет могут возникнуть проблемы с доступом на наш сайт, в первую очередь с мобильных устройств. Лукашенко на саммите БРИКС заявил, что собирается баллотироваться в президенты. О своем желании просидеть в кресле еще 5 лет, а в общем 35 лет, самопровозглашенный рассказал российской пропагандистке Скобеевой в рамках ее ток-шоу. Отмечу, что произошло это не в Беларуси и не перед белорусским народом, а в российской Казани и перед российскими телезрителями. Хотя для белорусов заявление узурпатора не стало неожиданностью. Их бы больше удивило, если бы Лукашенко решил уйти. Тем временем представители демократических сил Беларуси назвали предстоящие выборы безвыборами, напомнив, что право выбора у граждан республики было украдено, а потенциальные кандидаты в президенты брошены режимом за решетку или же выдворены из страны. Мы требуем прекращения всех видов репрессий, освобождения всех политических заключенных, реализации права всех граждан Беларуси на полноценное участие в выборах, независимо от места их проживания, обеспечение свободы собраний и равного доступа к средствам массовой информации, а также проведение выборов в соответствии с международными стандартами ОБСЕ и под контролем наблюдателей. Если власти Грузии не изменят политический курс, то страна не сможет стать членом Евросоюза. Такое заявление сделали главы внешнеполитических ведомств и министерств по делам Европы 13 стран ЕС. Документ подписали Германия, Франция, Польша, Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Финляндия, Швеция и Чехия. Подписанты также напомнили, что для народа Грузии с его большой историей, к тому же непростой, подача заявки на членство в ЕС в марте 2022 года была также историческим этапом. Напомню, что лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что действия властей Грузии противоречат европейским ценностям, и поэтому процесс вступления страны в Союз де-факто остановлен. Поэтому наше беспокойство сегодня становится еще более серьезным. Эти строки написаны с сердечной болью за европейское будущее Грузии. Как друзья Грузии и министры европейских дел наших стран, мы считаем необходимым еще раз озвучить позицию Европы по отношению к Грузии, чтобы скорректировать неправильное восприятие и сознательное искажение европейских перспектив Грузии. В то же время почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бедзина Иванишвили считает, что Грузию еще будут умолять войти в ЕС из-за того, что в стране экономический бум. При этом Иванишвили удивил и другими заявлениями в интервью, когда заговорил о западных странах. Например, Иванишвили считает, что на Западе, далее я процитирую, оргии всех типов идут прямо на улицах, в мужских туалетах кладут гигиенические прокладки, а мужское молоко такое же, как и женское. Конец цитаты. Какое же будущее ждет Грузию и почему Иванишвили решил фактически повторить российские пропагандистские фейки о Западе? Эту тему мы также обсудили с бывшим министром правительства Грузии. Процесс евроинтеграции остановлен, об этом прямо сказал наши партнеры европейские.
и остановлен до тех пор, пока русская мечта будет оставаться у власти. Они, вот как сказать так культурно, они сошли с ума, я имею в виду русскую мечту. Они делают такие заявления, что это не поддается никакому либо объяснению. А мало того, что премьер Грузии 2 часа рассказывал замглавы Госдепа Соединенных Штатов Америки О'Брайену, что миром руководят масоны и партия войны, так теперь позавчера к этому добавился еще и российский олигарх Бедзина Иванишвили, который рассказывает, что для него Европа оказывается неприемлема, потому что там мужское молоко приравнено к женскому. Я предвосхищу вас вопрос. Никто не понял, что он хочет, что он имел в виду, но это его цитата, что ему Европа не нравится, потому что там мужское молоко приравнено к женскому. Где он это вычитал, кто ему это рассказал, что ему приснилось, об этом гадает уже 48 часов вся Грузия. В США проводят масштабное расследование, связанное с отравлением десятков людей, которые ели в Макдональдсе. На момент записи выпуска уже была информация об одном погибшем. Другие любители фастфуда находились в больницах под наблюдением медиков. Всего же пострадало как минимум 50 любителей Макдональдса. Из-за инцидента акции компании упали в цене. В самой же сети из меню убрали лук и говяжьи котлеты. Активная часть расследования заключается в том, чтобы понять, откуда мог взяться лук. Кроме того, продолжается изучение происхождения говядины и места ее поставок. Да, мы пытаемся прояснить это, понять, почему затронуты определенные штаты. Все эти вопросы мы продолжаем исследовать совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.